Компьютерная зависимость. Он играет в Майнкрафт. Всем привет, народ! И в этом видео речь пойдет про всем известную игру Майнкрафт, а если быть точнее, про школьника, который якобы из-за этой игры попал в психушку. И я бы рекомендовал досмотреть ролик до конца, а то мало ли что, сегодня ты играешь в Майнкрафт, а завтра можешь оказаться в психушке. А потом про тебя репортажи будут снимать, рассказывать про тебя в новостях, а дальше это дойдет до депутатов, они захотят запретить Майнкрафт, потом вообще запретить компьютер до 18 лет. Ведь, как вы знаете, сейчас совершенно спокойно принимают любой абсурдный или тупой закон. Если раньше можно было сказать, да ну это бред, они не станут такого делать, то сейчас в принципе это возможно. И будет как в Китае, где правительство ограничило время, которое несовершеннолетние могут тратить на видеоигры. Теперь им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздники. То есть 1 час в день, и то только в выходной день. Никаких вам посиделок с друзьями в скайпе или дискорде, играя в Майнкрафт. Ты, возможно, даже катку в доту не сможешь доиграть, если игра затянется. Ну ладно, давайте вернемся к школьнику, который якобы из-за Майнкрафта попал в психушку. Компьютерная зависимость у сына. А в чем она проявляется и как давно? Он 3 года уже сидит целыми днями за компьютером, в школу не ходит, на улицу не ходит, вообще никуда не ходит. Окей, как бы сказала Малышева в данном случае... Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Потому что тут даже я согласен, что 3 года не выходить на улицу и даже не ходить в школу, это не норма. И тут у меня возникает другой вопрос. Какого хрена делают родители? Они вообще за ним следят? Разве это не их обязанность отправить его в школу? Что-то мне подсказывает, что здесь все не так просто, как кажется. И компьютерные игры здесь явно не первостепенная проблема. А в компьютере он что занимает? Сайты какие-то посещает, играет? Играет. Во что играет? Он играет в Майнкрафт и в доту. О, это становится еще интереснее. Оказывается, виноват не только Майнкрафт, но еще и дота. Ну, в этой ситуации мы просто наше полномочия все. Потому что все знают, что игроки в доту неадекватные и очень токсичные. Все, дело закрыто. Виновата дота. Майнкрафт здесь ни при чем. Ведь я ни разу не видел, чтобы игроки в Майнкрафт вели себя агрессивно. Да ты чё? Дальше, наверное, можно не смотреть. Все, запускайте конец ролика. Раньше здесь был мат. Да ладно, я шучу, вы что, поверили? Мне же еще ролик на 8 минут как минимум растянуть надо. Сколько ему лет? 14. Вы вдвоем с сыном живете? Да. А вы как-то пытались на него воздействовать? Ну, пыталась в свое время, сейчас уже... Он вообще со мной не общается. Ну вот вам и реальная причина. Пацану 14 лет, он живет только с матерью, с которой даже не общается и не ходит уже 3 года в школу. Проблема в том, что его воспитанием никто не занимался, поэтому виноваты вовсе не видеоигры. Неожиданно, да? Вот это поворот! А еще мне нравится, как они, наверное, просто написали в поиск Майнкрафт и скачали первое попавшееся видео по Майнкрафту. Ведь это, скорее всего, ролик какого-то популярного майнкрафтера. Если вы знаете, кто это и чей это ролик, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я прихожу, он сидит, спать ложусь, он сидит, утром встаю, он сидит, ну, днем, видимо, спит. А как давно он в школу не ходит? Не жизнь, а сказка прям. Осталось только как-то зарабатывать деньги. Потому что вечно на шее матери ты явно сидеть не будешь. А так как моделью на OnlyFans ты вряд ли станешь, поэтому остается только одно. Это либо идти на завод, либо снимать ролики на YouTube. И я даже не знаю, что хуже. А как давно он в школу не ходит? Ну вот он 2 года был на домашнем обучении, он 3 года не ходит в школу. 2 года был на домашнем обучении. Насколько я знаю, для такого должна быть веская причина. То есть уже можно понять, что не все так просто. И чтобы вы понимали, этот репортаж был до пандемии. Поэтому попрошу не путать домашнее обучение и удаленное. Мне вот интересно, среди тех, кто сейчас смотрит этот ролик, есть ли те, кто учился или учится на домашнем обучении? И какая чаще всего причина домашнего обучения? Потому что среди моих знакомых я не знаю никого, кто бы учился на дому. В этом году он походил, может, месяц от силы, и все. А его в школе как-то обижают из-за того, что он замкнутый такой? Ну, он как бы не был замкнутым-то никогда, он нормально учился. Я, конечно, извиняюсь, но быть замкнутым и нормально учиться никак не связано. Можно одновременно быть и замкнутым, и хорошо учиться, и наоборот. Да и вопрос был, обижают ли его в школе. Просто он у меня очень высокий, а он сейчас ходит, он должен учиться в 8 классе, а сейчас в 6 ходит. А там дети-то такие маленькие, он выше меня ростом. И ему, видимо, смеются над ними, ему стыдно туда идти. Что-то я сомневаюсь, что кто-то будет смеяться над тем, кто выше, сильнее и старше тебя на несколько лет. Но в принципе, мне кажется, это возможно. А вы не пробовали действительно обращаться к профессиональному психологу? Потому что Да, игровая пробовали. зависимость это на самом деле болезнь такая. Пробовали мы, он в больнице лежал уже 2 раза, в Свердловске, в психиатрической больнице. Я не думаю, что очень много толку от того, что он лежал в больнице. Потому что, чисто по моему мнению, здесь нужно заниматься не лечением, а воспитанием и обучением. Ну, если, конечно,
конечно, еще не поздно. Ничего не помогло. Не помогло. А там что, таблетки ему какие-то Нет, там давали? ничего не давали, просто витамины ему там ставили. 3 месяца он последний раз лежал. То есть, что получается? Ему никаких лекарств не давали, и он спокойно 3 месяца провел в больнице без компьютера. Ведь если бы он себя неадекватно вел, его бы там и дальше лечили, и, возможно, даже начали бы давать какие-то лекарства. Но раз этого не делают, то как бы нечего лечить. Может, все-таки реально дело не в играх и компьютерной зависимости, а в том, что им никто не занимался. И, судя по ее рассказам, она до сих пор с ним не общается и не занимается его воспитанием. Да я даже скажу больше, она в этом плане максимально пессимистична. А вы ему вроде бы пробовали интернет отключать? Ну, пробовали, а что? И к чему это привело? Да ни к чему. Походил, понервничал несколько дней и все. Действительно, а что, как бы в Майнкрафт можно играть и без интернета. Хотя обычный Майнкрафт может и надоесть со временем, но если поставить модов, то может затянуть ой как надолго. Но самое забавное, это ее понятие «ничего не произошло». И к чему это привело? Да ни к чему. Походил, понервничал несколько дней и все. Походил, понервничал пару дней и все. Ну, в принципе, звучит не так страшно, да? А вот что она на самом деле имеет в виду. А что потом и все? Снова подключила. А почему подключили? Ну, потому что он уже начал нервничать очень сильно. В смысле, истерику устроил? Да. А как это было? Кидает, бросает, все разбивает. Ну да, пару дней понервничал и все. Ну, ничего такого, да, вообще совершенно ничего такого. Мне кажется, как раз таки в таком поведении и проблема. И я сейчас говорю не про пацана, а про нее. Это не та реакция, которая должна быть на то, что он вытворяет. Я прям слышу пофигизм в ее словах. Она говорит это так, как будто она dead inside. Не, вы только послушайте, что она говорит и с какой интонацией и так далее. А вы ему вроде бы пробовали интернет отключать? Ну, пробовали, а что? И к чему это привело? Да ни к чему. Походил, понервничал несколько дней и все. А что потом и все? Снова подключила. А почему подключили? Ну, потому что он уже начал нервничать очень сильно. В смысле, истерику устроил? Да. А как это было? Кидает, бросает, все разбивает. Судя по тому, как она это говорит, все, это конец. Она смирилась, сдалась, я не знаю. То есть она уже не собирается ничего предпринимать, как я понимаю. Или я не знаю, как эту реакцию можно описать. И естественно, просто отключение интернета это вообще никакое не решение проблемы. Это просто максимально тупо, как будто интернет это какой-то демон. И если его просто выключить, то все проблемы решатся, и ребенок станет послушным, он начнет все делать. Нет, потому что, как я и сказал, проблема вовсе не в интернете и не в компьютере, и тем более не в Майнкрафте с дотой. Хотя про доту я не уверен. Проблема в том, как его воспитывали, а как я понял, никак. Такое его отношение и поведение это вовсе не влияние видеоигр, это не компьютерная зависимость, это влияние социального фактора. Сотни миллионов детей и подростков, так же как и он, просто сидят за компьютером, играют много в игры и никаких проблем. Не знаю как вы, но я считаю, что здесь виноваты те, кто его воспитывали, а не компьютерные игры. Но как считаете вы, можете написать в комментариях. А на этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и нажмите на этот гребаный колокольчик и выберите все.